Экран диагональю 8,7 дюйма, частота обновления экрана 90 Гц, в отличие от iPhone 16. Яркость до 600 нит, мощный 8-ядерный процессор, расширение памяти до 2 терабайт, аккумулятор емкостью в 6650 мАч, поддержка быстрой зарядки до 18 Вт, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Легкий дизайн, и обо всем этом и не только можно прочесть в рекламе, разумеется, к планшету под названием Xiaomi Redmi Pad SE на 8,7 дюйма. Но так ли все хорошо, как заявляет сам производитель, сейчас я вам расскажу. Упаковка выполнена из плотного картона в белом цвете. На ней есть название, краткие характеристики и изображение модели. Упаковка неплохая, в комплекте мы имеем планшет, защитной пленки нет, далее можно обнаружить блок питания на 10 Вт, максимально скромно, но главное есть. Кабель для зарядки с USB-A на Type-C, кратко руководство и ключ для извлечения слота под карту памяти до 2 терабайт. Габариты планшета 211 на 125 на 9,2 мм, а вместе с блоком камеры 10,4 мм. Весит он 373 грамма. Летим дальше. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянный — это я ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот канал с колоколом, оставить под любым из роликов осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телегу скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Еще я iPhone 16 разыгрываю на Новый год. Условия в ролике по ссылке в описании. Там все очень просто в самом начале ролика условия. Для участия в розыгрышах на стримах присутствовать не обязательно. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Начнем. Приобрести планшет можно в серой, голубой и зеленой расцветке. Внешне планшет напоминает бюджетные смартфоны от Redmi или Realme линейки Narza. Лично мне подобный дизайн не особо нравится. Он как бы кричит о том, что я дешевый. Корпус выполнен полностью из пластмассы, сборка не лучше, если с большими боковыми рамками на экране можно смириться, как и несимметрично расположенным Type-C разъемом и мини-джеком на 3,5 мм. Но вот пластиковая вставка по периметру экрана восторга вообще не вызывает. По эргономике все хорошо, в руках планшет лежит комфортно, как в горизонтальном положении, так и в вертикальном. Далее на корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофон, 2 стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos и даже ИКАП, за что спасибо. Динамики громкие, качество звука неплохое, и плюс за то, что в настройках можно поставить персонализированный звук. Вибромотора, к сожалению, нет, хотя могли бы установить. С другой стороны, они в планшетах за 20 тысяч не устанавливают, а здесь чего установят, да? Летим дальше. Данная модель оснащена IPS-дисплеем на 8,7 дюйма с разрешением 1340 на 800 пикселей. Соотношение сторон 5 к 3, соотношение экрана корпуса 84,41%, контрастность 1500 к 1 и 10-битная матрица с поддержкой 1 миллиарда цветов. Частота обновления экрана максимум 90 Гц. По моим замерам с включенной функцией повышенной яркости экран выдает 500 люксов, а на 100% яркости 400 люксов. Но в случае, если планшет перегревается, яркость экрана падает. Для использования планшета на улице, особенно в солнечную погоду, яркости мало, но для домашнего использования в целом хватает. Функция автоматической регулировки яркости отрабатывает не лучшим образом, изредка может вовсе не менять значение. Возможно, с обновлениями будет работать лучше. Мультитач на борту, и экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Сенсорный отклик далеко не идеальный, для игр уж точно, об этом я расскажу чуть позже. В настройках экрана можно отрегулировать цветовую схему, включить режим чтения и не только. Функция для разделения экрана на борту, но поддерживаемых приложений нет, что довольно странно. Далее, разблокировать экран можно стандартными способами разблокировки, а также распознаванием лиц. Срабатывает распознавание лиц хорошо, биометрические данные можно завести до 2 лиц, за что плюс. Летим дальше. Процессор установлен здесь MediaTek Helio G85 с техпроцессом 12 нанометров, с 8 ядрами и максимальной частотой в 2 ГГц. И да, это его ахиллесова пята у этого планшета, очень слабый здесь проц. Графический процессор Mali G52MC2, оперативная память LPDDR4X на 4 или 6 гигабайт, внутренняя память супер медленная, стандарта eMMC 5.1 на 64 и 128 гигабайт, это вообще печаль. Операционная система HyperOS на базе Android 14 версии, работает система неплохо, но не быстро. Сказать, что за время использования я встречал сильные подвисания, не могу. В основном все открывается шустро. Из системного плохо открывается только вкладка с недавно открытыми приложениями. В остальном, что галерея, что настройки и так далее, открываются без труда. По связи имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, также установлен Bluetooth чип версии 5.3. Список поддерживаемых аудиокодеков вы можете наблюдать
наблюдать на экране, и он хороший, не как у смартфонов Samsung. NFC-модуля, разумеется, нет, как и нет никакой поддержки спутниковой навигации, то есть GPS здесь тоже нет. Также отмечу, что есть версия LTE с слотом для SIM-карт, и она уже более интересная с учетом габаритов планшета. Далее, емкость аккумулятора 6650 мАч. В PC-марке устройство выдало среднее значение в 7 часов 39 минут, и это неплохо. Тест я проводил на 100% яркости с 90 Гц экрана. Realme Pad SE поддерживает быструю зарядку до 18 Вт, но напоминаю, что в комплекте зарядное устройство до 10 Вт. Заряжается от 0 до сотки за 2 часа 30 минут, поедает за час просмотра видео на YouTube со 100% яркости по Wi-Fi 16% заряда, в PUBG New State за 1 час уходит 20%. Производительности действительно маловато для подобных игр. Отмечу, что сенсорный отклик в играх оставляет желать лучшего. Ко всему, планшет практически моментально сбрасывает яркость. В целом, что и стоило ожидать, он вообще не игровой. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест проходит со следующими результатами. 152 гипса минимально, 178 гипсов в среднем, 171 гипс на 100 потоках при 30 минутах он показывает. В Geekbench 6 в GPU Score 558, Single Core 424, Multicore 1314. В Antutu тест для оценки производительности планшет отказывается проходить. Storage тест показал 12100 баллов. 45-минутный стресс-тест прошел, что уже хорошо, и результат вы видите на экране. Летим дальше. Планшет оснащен основным сенсором на 8 мегапикселей с апертурой 2.0 и фронтальным на 5 мегапикселей с апертурой 2.2. Максимальное разрешение для видеосъемки с этих сенсоров 1080p 30 fps. Есть видео, фото, ночной режим, телесуфлер и не только. Камера максимально обыкновенная, качество как для бюджетного планшета в целом неплохо и напоминает качество съемки планшета Xiaomi Redmi Pad Pro. Короткие примеры вы уже увидели, а примеры фотографий сейчас увидите. Минусы: мало яркости, плохо работает функция автоматической регулировки яркости, старый тип внутренней памяти, медленный процессор, рамка по периметру экрана, маленькое разрешение экрана, медленная зарядка и блок питания в комплекте только на 10 Вт. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, это относится к плюсам, особенно в период распродаж. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Очень хорошо, что Redmi пошли в супербюджетные маленькие планшеты, потому что там чего только нет, и Blackview, и OldCube и подобное одноразовое. Резюмирую, Xiaomi Redmi Pad SE на 8,7 дюйма за ту цену, в которую обошелся он мне, просто великолепный выбор. Сейчас его цена поднялась, денег он таких не стоит. Так что ловим обязательно скидки на распродажах, а еще помним, что лучше смотреть на цены в долларовом эквиваленте, потому что курс вашей национальной валюты может очень сильно прыгать, а электроника вся продается все равно в долларах. Девайсу от меня однозначное да, подписывайтесь на канал с колоколом, огромное спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.